Иван Палыч был опытным лесником, который с гордостью выполнял свою работу. Он безмерно любил природу и лес, и всех животных, ухаживая за ними. Было ему неважно, какой это был зверь, волк, лось или даже белка маленькая, Иван старался помочь каждому из них. Он наслаждался своими прогулками по тайге и ночевками в своей лесной избушке, отдаленной от цивилизации и людей. Там тепло было и тихо, только птички маленькие щебетали, а слышался только приглушенный шорох обитателей тайги. Однажды старый лесник на обход отправился своей территории и чисто случайно попал на разоренное логово волчье. Волчат там не было, похоже, что браконьеры украли их. Браконьеры часто похищали волчат маленьких, дабы их продать. Вот разбойники, готовы ради денег на все. Люди стали хуже зверей, пробормотал Иван Палыч и собирался идти дальше, когда вдруг услышал слабое поскуливание в кустах, неподалеку от разоренного логова. Старый лесник подошел к кустам и увидел там раненую волчицу. Она лежала на боку и слабо поскуливала, словно просила о помощи. Иван наклонился к волчице раненой и горько заплакал. «Кто же тебе сделал такое? Наверное, она защищала своих детенышей и не бросила их, когда браконьеры пришли. Что же теперь делать с тобой? Как я могу тебе помочь?» Старый лесник видел много пострадавших животных и не верил, что эта волчица сможет выжить. Но он все равно поднял ее на руки и понес в свою избушку охотничью, которая находилась в нескольких километрах оттуда. Добравшись до избушки, Иван Палыч разложил на нарах старую рогожу, положил на нее раненую волчицу и отправился в деревню за ветеринаром. Волчица была в очень плохом состоянии, и ей требовалась помощь специалиста. Прошло 2 недели, и раненая волчица уже значительно поправилась. Она начала чувствовать себя лучше и даже могла выходить на улицу, чтобы погонять мышей возле избушки. Со временем она стала сопровождать лесника в его обходах. Так лето пролетело в заботах, а за ним последовала незаметная осень. Наступила зима морозная и снежная. Иван Палыч продолжал свои обходы по тайге, а спасенная им волчица всегда была рядом. Однажды, во время обхода, лесник неосторожно поскользнулся и серьезно повредил ногу. Он не мог самостоятельно передвигаться по тайге с такой травмой, и оставаться там зимой было невозможно. Волчица поняла, что с хозяином что-то не так, и попыталась помочь ему. Иван Палыч с трудом снял лыжи с валенков и положил их на снег. Затем он лег на лыжи животом вниз и руками отталкиваясь, начал ползти в обратную сторону. Это было очень тяжело и медленно. Через час лесник прополз всего несколько сотен метров, а на улице уже начинало темнеть. Но Палыч не стал сдаваться. Внезапно он почувствовал, как волчица ухватилась зубами за воротник крепкий его тулупа и стала тащить его с полной силы, лапами упираясь в снег. Усилиями совместными, далеко за полночь, им все же удалось до лесной избушки добраться. Иван Палыч забрался на нары и уснул, измученный и переутомленный. На следующий день в избушку зашел лесник-коллега с участка соседнего, зная о происшествии. Он помог Ивану Палычу добраться до деревни, откуда его доставили в районную больницу. Лесник восстановился и выписался из больницы, после чего поспешил обратно в свою избушку, где оставалась его преданная волчица. Однако, по прибытии в избушку, Иван Палыч обнаружил, что его волчицы нет на месте. Он многократно звал ее имя, но она так и не появилась. «Наверное, она вернулась к своей стае, отблагодарив меня за помощь», — подумал лесник с грустью в сердце.